Помню наши интервью, наши встречи, мой визит в Дивьялоку. Все очень в сердце близко, и все помню. Да, мы тоже помним вас. Все очень теплое впечатление. И это взаимно. Ну что, предлагайте тему, я с удовольствием поддержу ее. Ну, тема, наверное, для всех, которая актуальна, события в мире, связанные с конфликтами и в целом глобальный вопрос, что делать в этот момент духовным людям, как изменить эту ситуацию к лучшему и вообще, куда движется мир и что мы можем сделать для этого. Вот, наверное, такая тема для обсуждения. Боже мой, это мне надо вам такие вопросы задавать, а вы задаете мне. Ну, мы друг другу задаем их, да. Хорошо. Ну, я предполагаю, я с 24 февраля очень много философски так, с помощью различных источников, в том числе и ведических, думаю над этой темой и ищу свое предназначение, свою миссию в этом мире. И я считаю, что позиция мудрецов, учителей — это говорить правду. Ведь смотрите, были же кшатрии и были брамины, и к мудрецам приходили люди за вопросом, что под дхарме, а что не под дхарме. И вот Да, это такой как бы звучащий основной вопрос. Если мы обратимся к Гите, к замечательному творению просто божественного гения мудреца Вьясы, Кришна занял позицию одной из сторон воюющих. И вот то, что меня сейчас очень смущает в эзотерических слоях, во всякого рода йогических, что люди говорят, ну знаете, Бог же за всех, и за тех, и за этих. Давайте только о высоких вибрациях говорить, давайте не будем говорить и обсуждать, и эти жуткие картиночки пересылать друг другу. И вот такой лукавый нейтралитет, я просто называю это лукавым нейтралитетом. согласен. Это, к сожалению, такой бич, как будто бы в мирные времена мы не смогли научить людей, что в ситуации, когда речь идет о жизнях людей, нейтралитет — это пособничество кому там, насильнику. Мгм. Вот. Вот эта вещь меня беспокоит больше всего, поэтому я много записываю интервью с людьми. Я исследую психолингвистический феномен, как могли довести людей до такого состояния, что люди радуются. Там не люди, их надо убивать. Расчеловечивание такое. Расчеловечивание — это в чистом виде расчеловечивание. А я же продукт советской эпохи. Мы ходили с Мир Трудмай на демонстрации, когда были детьми. И тут бабах, вот это все, и слово «мир» криминализируется. И при этом еще и нам запрещено здесь, в России, называть вещи своими именами. То есть придумывается новояз, в котором вещи нельзя называть своими именами. И это трагедия. И интеллектуальные люди, которые работают словом, поэты, писатели, художники, вот, там кто там, стендап-комики, все люди, которые работают словом, уезжают. Вчера смотрел интервью поэтессы Верочки Полосковой, говорит, я не могу, там, где мне запрещен русский язык, оставаться в этой стране. И это очень печально. И это катастрофично для России. Поэтому там-то, с той стороны, люди и отстроятся, и я уверен, что Дхарма победит Адхарму. Вот. Но здесь как жить после всего этого? Мгм. Вот такие у меня размышления, такова моя позиция. Мгм. Я в целом, в общем, также согласен с вами. Всегда существует опасность духовным людям. У нас это такие специальные термины. Перепутать абсолютное воззрение с относительным поведением. Их не следует путать. И бывает так, что человек, увлекающийся философией йоги, философией Адвайты, он воспринимает где-то интеллектуально великие истины, данные святыми, и прилагает их, пытается прилагать их буквально. И это
проявляется как желание отгородиться от реальности. Там, где надо реагировать, где надо как-то активно проявлять себя и принимать какое-то видение, какую-то позицию, где промолчать значит предать Бога, предать дхарму, где нельзя молчать. Ну, например, на ваших глазах там убивают кошку, да? Мгм. Если вы обладаете человечностью, ну, вы как-то примете однозначную какую-то позицию, вы не скажете, ну, раз все абсолютно, это карма кошки, да? Да-да-да. То есть многие люди просто удивляют от такой позиции, но если ты оказался рядом с кошкой, то это тоже ее карма, и ты можешь ее защитить, то это ее тоже карма. И вот какой кармой ты станешь, какую карму ты выберешь, защитить или вот так сказать и пройти мимо, это твой выбор. То есть карма, причинно-следственные связи, они не отменяют твои позиции, они не отменяют ответственности за твой выбор. Или когда говорят, ну, на все Божья воля, вот за грехи Мгм. вам, вот вам воздаяние, чего вы хотели, вот накопили, получайте. Но с другой стороны, Божья воля и через тебя же может проявляться. И от тебя зависит, каким проводником, какого рода Божьей воли ты станешь. Ты можешь быть орудием возмездия, а можешь быть орудием защиты и милосердия, орудием сострадания. И кто сказал, что через тебя не проявится божественная воля, если она через вот это проявляется, а через тебя нет, значит ты сосуд закрытый. Мгм. И вот здесь много вопросов таких. И когда люди где-то не понимают этого, принимая такую ну, слишком отстраненную позицию или такую позицию, концептуальную, схемы, когда в голове работают вместо восприятия жизни, конечно, это требует, ну что ли, прояснения. Невозможно садху, я скажу, как я, как саньяси, садху, тем более имеющий учеников и в России тоже, ну где-то по своим обязательствам духовным и статусу не могу принимать участие в политике, там, давать политические оценки. Ну, не могу просто вот занимать политическую сторону что-то. Но Мгм. ведь это не запрещает мне давать моральную оценку происходящему, Мгм. моральную оценку конфликту, ситуацию, событий, и принимать моральную сторону. Так ведь? И я всегда Верно. считаю, что духовные люди должны принимать однозначно четкую моральную позицию. И в санатана-дхарме, которую я исповедую, она такова, что есть такое выражение «ахимса парама дхарма» – «ненасилие – высший долг». То есть это и Мгм. есть высшая дхарма. И духовный человек не может поощрять войны, убийства, конфликты, насилие, ну, в силу природы того, что он духовный человек, иначе он не духовный человек. И когда люди там чему-то радуются, я чуть-чуть говорю, насколько вообще вы адекватны, потому что война – это убийство. То есть вы радуетесь убийству. Мгм. Убийство – это грех в любой Мгм. религии. А грех приведет душу рано или поздно в ад, в страдания. То есть вы как-то этому радуетесь. Зачем? Это же то, что противоречит дхарме, противоречит Богу. И И очень важно. самое удивительное, что люди при этом, почти потерял мысль, люди при этом э, держатся за так называемую духовную парадигму. Одна моя знакомая сказала, во всем виноват президент для нас соседней страны, потому что он сразу не сдался, иначе бы он сохранил жизни. Я говорю, послушай, есть люди, которым лучше умереть свободными, чем прожить жизнь на коленях. И история с битвой на Кулукшетре, она же показывает, то есть там же тоже некий воин Арджуна отказывался воевать, но он был вразумлен, потому что это его дхарма вести освободительную, защищать своих близких прежде всего. Я думаю, что сейчас в мире как-то человечество зашло в тупик, связанный с дегуманизацией, расчеловечиванием человека, и это началось где-то с потаканием, сильным потаканием цифровым технологиям. Мгм. И эта дегуманизация, она затем перешла и в этику, и в культуру, выродилась в пропаганду. И когда человек становится слишком неважным, и он менее важен, чем государство, он менее важен, чем выгода, он менее важен.
И вот война, она как бы обесценивает драгоценную человеческую жизнь, и Бог дал человеку жизнь. И никто не может ее отбирать, и никакие конспирологические, политические, геополитические оправдания не могут быть отбиранию человеческой жизни. Никакая выгода, ну, ничто вообще. То есть, ну, с точки зрения любой религии, ну, это грех. И вот даже в Советском Союзе я имею тоже воспитание, когда нас учили. Лишь бы не было войны, struggle Мгм. for peace, борьба за мир и так далее. Мгм. И это очень сильно впитано. И хоть какая-то была такая мирская, но какая-то правильная позиция. Да, да, Однозначно да. четкая позиция, а сейчас ее нет. И вот меня удивляет это, конечно. И Самое интеллигент, страшное, что приходится все это объяснять. Вот мы говорим сейчас очевидные вещи и с этической, и с моральной, и с духовной точки зрения, но приходится это объяснять. Вот это меня удивляет. Какой же уровень деградации у людей произошел, что эти простые вещи приходится говорить, объяснять. Вот это трагично. Вот это, ну, как бы психика моя. Несколько раз я испытывал такие как бы провалы где-то на сутки, на двое. То есть я не мог вместить этого. То есть этого не может быть. Надо ущипнуть себя и проснуться. ну Что да, объяснять, что базовые заповеди не ври, вся пропаганда построена на лжи. Не пожелай земли ближнего твоего, если библейский брать. Не убивай, не кради, не сотвори себе кумира. да, Потому что, потому что если мы делегируем кому-то право убивать, или освобождать от жизни, мы ставим эту персону на пьедестал Бога. Только Бог может забирать жизнь. да. Если мы кому-то, как гражданин, как человек, делегируем право убивать и считаем, что там наверху лучше знают, мы сотворили кумира. Мы не спровергли Бога как высшую истину и справедливость. Да, я тоже так считаю. А, Кумир может быть сотворен из чего угодно, и часто он творится из денег, из власти, из государства, из концепций, из идеологий, из национализма, даже из патриотизма, а, из каких-то вот схем навязанных, умственных, ярлыков каких-то, чему вот люди отдают свою силу, то и становится кумиром. И кумир, творить кумира, ну это то, что вот и называют идолопоклонничество. Это значит Бога снять с пьедестала и поставить что-то другое. Из человека могут сотворить кумира на место Бога. Но это как фундаментальная ошибка, и которая часто людям она не видна в силу духовной неопытности. Но духовные люди, практикующие, религиозные лидеры, они как раз, ну, что, как говорится, на этом собаку съели. Потому что в духовной жизни, ну, столько ситуаций, когда эти кумиры творятся просто вот ежемгновенно, их приходится буквально вот убирать. Это и духовный путь отдельного человека, и духовный путь в коллективе какой-либо общины, традиции, религии. И я думаю, здесь ответственность религиозных лидеров, духовных людей какая-то должна быть, когда они видят, что человечество впало в творение таких ложных кумиров, и политики не справляются, социальные, моральные авторитеты, то, что называли раньше интеллигенция, не справляются, ученые не имеют своего голоса, там, бизнесмены, ну, в общем, те, кто у руля, так сказать, в обществе. А духовные люди-то, они никогда не у руля, они где-то на обочине, в сторонке. То здесь все-таки религиозные лидеры, духовные люди должны как-то сказать свое слово, обозначить свою позицию, потому что когда говорят о ядерной кнопке, начинают играть уже с этими вещами, это уже финал. Это цивилизация себя как бы провал. Это цивилизационный тупик, морально-ценностный, смысловой, этический крах. Это все достижения обнуляются. Значит, все институты социальные, они зря были, они не сработали. Вся воспитательная система, она не сработала. Это значит, все то, что было в обществе и привело к этому безумным разговорам о ядерной кнопке, значит, оно совершило огромную ошибку какую-то. И ему надо указать путь, его надо направить. И духовные люди здесь как-то должны объединиться, сказать свое слово, свою позицию. И эта позиция должна быть услышана. Потому что я... Официально,
Официальные духовные институты здесь, например, в России, находятся в полном пленении, идеологическом обеспечении. Вот я могу сказать по протестантам и по православным, до сих пор святейший патриарх Кирилл поет буквально, поет, говорит, мы ни на кого не нападали, мы миролюбивая страна. Это после 2 месяцев спецоперации. Он благословляет чудотворными иконами руководителя Росгвардии на победу над нацизмом. То есть он ни разу за все это время к своей пастве на Украине ни разу не обратился со словами сочувствия. Поэтому кризис религиозно-духовных институтов, имеющих спаечку с государством, он налицо. И как после этого верить людям в Украине, духовный лидер которых ни разу не обратился со словами поддержки, ни разу, используя свое положение, не сказал: дорогой Владимир Владимирович, может, остановимся? Я понимаю, что вы очень хотите этого, но у меня есть право печалования за народ. И это будет печально, это уже печально. Ни разу. Поэтому продажность и как бы предвзятость и кризис этих институтов, он налицо. И меня это очень печалит, потому что как ходить в храм, например, любому человеку, который хоть как-то размышляет и смотрит альтернативные источники, где осуществляется поминовение патриарха, который это все благословляет. Это такое насилие над совестью надо сделать или что-то в себе выключить и не замечать. Вот. А все незамеченное, ну это азы психологии, оно будет фоном потом разрушать нас. Любой абьюз, любое насилие, любую неправду, любой грех, который мы проигнорировали, он фоном будет идти изнутри и разрушать нас изнутри. Так что вот если про духовных лидеров, так я могу какой-нибудь Далай-лама, вот, может сказать, какие-нибудь люди, которые не ну, в России сказать нет вот этому самому невозможно. Просто. Потому что если ты говоришь как православный человек, ты идешь против своего духовного лидера. Протестанты точно так же. Я помню, у вас была в Нижнем Новгороде такая попытка консолидироваться малыми религиозными группами в единый совет. Сейчас Сергей Ряховский, лидер протестантов, то же самое поет, что и патриарх. Вот, поэтому, ну, есть некоторое количество среди православных, среди протестантов, которые говорят, но боятся публично сказать о своем несогласии с нарушением фундаментальных принципов гуманизма и заповедей Божьих. То есть поэтому эти институты, они, ну, в духовном смысле, мне кажется, рухнули. И ожидать от них ничего невозможно. Простите меня за мой пессимистичный прогноз и оценку. Ну да, это кризис и духовных институтов, и социальных институтов, потому что вот я смотрю, вот людей, которые одобряют, поддерживают, участвуют, у меня сразу мысль, а кто их духовный наставник, духовник, гуру, кто их вразумляет и наставляет? Неужели вот у них или их нет, или их вразумляют и наставляют участвовать в этом? Ведь ни один святой, но такие вещи не может благословить. Ну, вряд ли. И тогда я думаю, кто их учит, кто их воспитывает. И тогда кризис, он не только в духовной системе, но и в системе воспитания, образования. Какое образование они получали? Ведь интеллигент, получивший образование как определенное гуманитарное, у него это встроено в крови, определенные красные линии, метки, которые никогда не может переходить. И интеллигенция наша, к сожалению, тоже вот, где вот то, что называют даже на мирском уровне, не духовные люди, а вот то, что называют совесть народа, соль нации, вот, глубинный глаз народа, интеллигенция, вот кому можно моральные авторитеты, непререкаемые, поэты, художники, музыканты, актеры, ученые, вот те, которые раньше в Советском Союзе уважались и ценились, то есть их голоса тоже как-то вообще не видно. Это тоже кризис
интеллигенции, кризис всех тех, кто по ведической традиции принадлежит гуне саттва, кто несет определенную благую энергию обществу. И если Мгм. общество потеряло эту благую энергию, восстанавливает баланс. Мгм. У нас считается, есть три энергии: саттва, раджас, тамас. Светоносность и благость, активность, и тамас, то, что тьма, то, что подавляет. Если эти гуны выходят из-под контроля, начинаются катаклизмы. И это катаклизмы, им не важно, какая политика, кто за кого, просто они всеобщие. И если какая-либо из гун выходит из баланса, то вмешиваются те, кто является носителем саттва-гуны, и они восстанавливают этот баланс. И если вот те социальные институты, религиозные лидеры, которые не могут этот баланс восстановить, ну, может быть, тогда какие-то другие должны возникнуть структуры и социальные, религиозные институты, другие люди прийти, которые бы могли это делать. И вот в юности я читал такую книгу Даниила Андреева «Роза мира». Может, вы тоже читали. И это Мгм. такой провидец, который в 50-е годы, еще сидя в тюрьме, он ее написал, ясновидец, который давал пророчество о мире. И его сильно беспокоила грядущая Третья мировая война и опасность деспотии, как социальных режимов, которые могут установиться в мире. Ну, прямо такой пророческий у него. И он предлагал создать Розу мира как интеррелигиозное, наднациональное, этическое правительство, стоящее как духовное руководство над правительствами, которые именно занимались бы духовным развитием и трансформацией человечества и следили бы за этим балансом. И я вижу, что человек в 50-е годы это писал, а он писал вот о нас сейчас, что это очень актуально. И, возможно, пришло время как-то духовным лидерам новые какие-то этические структуры создавать, чтобы высказывать свое мнение и чтобы вот этот баланс восстанавливать. Мне кажется, если сейчас что-то и образуется, восстанавливается, но никак, это происходит не как там Всемирный совет церквей или не какой-то конгломерат религиозных лидеров, а вот грибницей. Понимаете, вот между нами с вами есть ниточка, нейронная связь. И она возникла, и она как-то вот я нашу встречу и наше общение как-то в сердце храню. Иногда отклики от ваших учеников какие-то возникают, они мне пишут. Внутри есть эта нейронная связочка. В Да, этой ситуации я внимательно смотрю, вот кто за, кто против. И я смотрю здесь, родные свои люди, все в да, порядке. И эти нейронные связи, и у вас наверняка еще с другими людьми есть, и у меня есть. Вот они не... Потому что как только человек проявляется, и группа людей проявляется на официальном уровне, государственные структуры пеленгуют их и используют их авторитет в своих интересах. Поэтому слава Богу за интернет, слава Богу за то, что мы можем общаться на расстоянии. И слава Богу, что таким образом нашу общую позицию можем доносить другим людям. Вряд ли возникнет, что... Да, про моральных и духовных авторитетов я вам скажу. В России такие люди, как только заявляют о своей позиции несогласия, им сразу ярлычок иноагента, и они вынуждены эмигрировать в другую страну или ждать, пока за ним придут. Вот, поэтому я стал очень внимательным к словам и к публикациям, чтобы говорить, но не подпадать под эти все ограничения, потому что они достаточно жесткие, используются они выборочно. То есть это все показательные казни. Берут одного высказавшегося для того, чтобы 100, которые думали высказаться или нет, молчали бы. Поэтому, когда братья и друзья, из соседней страны говорят: почему вы там молчите? Почему вы не выходите там куда-то? Я говорю: ребят, мы тоже в заложниках здесь. У нас есть позиция, но мы не можем сказать смысл, если нас закроют. В этого никакого смысла нет. ну Но да. если мы можем говорить эзоповым языком или апеллировать к классической литературе или древним религиозным источникам, рассуждать не называя, балансировать на грани, только в Мгм. таком случае наш огонек будет виден. Это не будет прожектор,
Это не будет фонарь, это будет маленький огонек свечи, которая будет гореть и которая будет очевидна для остальных, чтобы те, кто совсем нерешительный, но не согласны, не чувствовали себя в одиночестве. Да, в Советском Союзе многие научились этому прекрасно обходить эти цензуру, обсуждать на кухне, говорить изоповым языком даже с больших сцен. И все прекрасно понимали, тогда была официальная идеология, как мейнстрим, и была идеология народа. И они существовали параллельно, каждый в своих пространствах и вселенных. Но сейчас, на мой взгляд, вообще в мире как таковом где-то происходит орвеллизация общества по Оруэллу. К Да, сожалению, вот то, что было написано в прошлом веке, как будто лидеры прочитали и начали буквально по пунктам воплощать. по инструкции прям. Прямо по инструкции, как будто это методичка. И это, конечно, очень печально. Но я думаю, все не так плохо, потому что есть люди духовные, религиозные, интеллигенции, если они высказываются, если они создают другую атмосферу, то этого не произойдет. И наша задача как раз, чтобы этого не произошло, чтобы другой мир был порожден. И этот другой мир, он начинается с использования других слов, другого языка, другой риторики, абсолютно другой повестки дня, созидательной, с использованием другого мироощущения. Если мы совместно, независимо от религии, национальности, там, убеждений относительных, просто на уровне духа, души, сердца, вот эту энергию общую чувствуем, родственную, одинаковую, это и есть саттва гуна. Мгм. Светоносная, благодатная, любящая, сострадательная, ясная, позитивная, гармоничная, где мы держимся не как каких-то догм, концептуальных принципов, а как энергии общей. Такой на уровне чувства. И если мы будем распространять такую энергию, то мы можем создать другой мир. Мы можем задать другую повестку дня. Мы можем активировать другую риторику, другие понятия и как бы окутать всю Землю этой атмосферой. И вот такую атмосферу надо создавать, но ее надо создавать активно, потому что, надо сказать, где-то она была упущена серьезно. В том числе, может быть, и по частичной вине и духовных людей в том числе. Ну, они игнорировали где-то, может быть, это. Может быть, слишком имели какие-то наивные взгляды, может быть, в отношении этого мира, не показывали свою позицию, не предпринимали, или, может быть, между собой там выясняли какие-то отношения. Тоже такое бывает. А здесь надо объединиться всеми, вот эту атмосферу божественного сострадания, любви, чистоты, красоты, гармонию, гениальности, изящности, утонченности надо проявлять. Вот говорят, добро должно быть с кулаками, но, на мой взгляд, оно должно быть не столько с кулаками, а с тонкими пальчиками. Людей искусства, музыкантов, художников, поэтов, с тонким видением, с утонченным восприятием. И вот эти люди с утонченным восприятием, они должны стать моральным авторитетом, определенным камертоном нравственным, мерилом ценностей, когда ценности сильно сбиты. Они не должны претендовать быть этим мерилом, оно ими не надо. Но они должны объединиться, чтобы показать вот это мерило ценностей и чуть-чуть перенастроить все это. Изнутри, не через внешнее. Через внешнее вряд ли получится. Я очень согласен с вами, но каким образом вы видите эту активность? Как она может проявиться, предъявиться? Ну, кроме того, что мы с вами, ну, сейчас записываем интервью, и это резонансом как волной пойдет. Ну, что еще? Мгм. Ну, я скажу по себе, не знаю, насколько это возможно применить другим, но, допустим, мы участвуем в движении «Йоги за мир», возносим совместные молитвы за мир, совместные медитации. А ведь сила мысли, она материальна, и мысль, если она синхронизируется, она может менять тоже вокруг. И пусть каждый молится на своем языке и медитирует по-своему, но смысл-то один, общий. И если, допустим, взять как такую ну не обязательство, а принять как стремление, намерение, чтобы
7 миллиардов людей научить медитации любви и сострадания и пожелания счастья другим. Пусть каждый по-своему, в своей традиции, но чтобы вот учить других этой именно медитации за границами рамок религии и конфессий, чтобы это охватило как, ну, такой, как пожар, в хорошем смысле слова, всю землю. Это бы много изменило. Или, допустим, у нас есть принцип ахимса, и можно принимать обязательства, обеты, ахимса-врата это называется, что я Мгм. не буду убивать живых существ телом, речью и умом. И там есть 9 аспектов. Я не буду это сам делать, я не буду это поощрять речью, и я не буду радоваться это в уме. И телом, и речью, и умом в трояких аспектах, 9 аспектов. И если бы, допустим, хотя бы 5 миллиардов людей приняли ахимса-врату, обет ненасилия, чтобы они стали моральным большинством, создали вот эту атмосферу, ауру ненасилия, то остальные 2 миллиарда, которые не приняли, ну им бы тоже это было стыдно делать, когда моральное большинство думает по-другому. Вот, это второе. И если бы духовные лидеры как-то совместно или сам по себе вот в эту сторону направляли усилия в молитве, в медитации, в обучении других, в воспитании других в этом направлении, это бы сыграло роль. Каждый понемножку, но он мог бы сделать это. Ну, безусловно, но смотрите, здесь за эти сколько последние 8 лет сложилась милитаристская атмосфера. Это однозначно милитаристский дух. Это просто асур какой-то очень серьезный, который как будто бы, я понимаю всю, ну, может быть, слишком, ну, мистичность и религиозность того, что скажу, и, может быть, светские люди меня не поймут в этом. Ну, как будто бы в людей вселяются сущности с милитаристским духом. Они начинают разговаривать какими-то фразами, услышанными из вот этого их излучателя. Помните фильм «Обитаемый остров»? Да, да. И там как бы идет... Я попытался с одним, кстати, йогом из традиции Шри Аурабинда побеседовать на эту тему. И я попал как будто бы в такое некое трансовое состояние. Потом анализировал и думаю, как оно работает, что, общаясь с этими людьми, у которых милитаристский дух, как будто бы собственная психика расщепляется. Анализируя это, я понял. Они запускают 5, 6, 7 речевых вот таких агрессивных змей, речевых потоков. А это Америка воюет с Россией. А где вы были 8 лет на Донбассе? А Бендера, а факельные шествия? То есть они несколько тем пускают с колоссальной агрессивной уверенностью. Угу. Это просто колоссальное давление, и это давление больше, чем одного, 2, 10 или 100 человек. Угу. Мое открытое сердце диалогу открытое не выдерживает. Я чуть-чуть теряюсь и трансую. И я могу, конечно же, включить свой, ну, как бы словесный вот этот вот, ну, силу, но я не хочу, потому что смысла нет. Тогда это словесная война. И вот люди, в которых эти асуры вселились, и которые разговаривают, представьте, уважаемый гуру, один из сюжетов – это моя мама. Я разговариваю с ней, она смотрит это все, киношечку эту, которую показывает. Я говорю, мама, ну как же так? Она стала ко мне агрессивно холодна. Я говорю, мам, ну смотри, до 24 февраля Мариуполь, цветущий прекрасный город был? Был. Сейчас города нет. А кто это уничтожает, скажи мне? Она говорит, это все украинцы уничтожают. Угу. До 24 февраля не уничтожали, а тут пришли и уничтожили. То есть идет глобальная перепайка, во-первых, у тех, кто смотрит телевизор, логики, причинно-следственных связей, и эти посылы вот входят, разбивая естественные психологические защиты, очень агрессивно, на кровном таком чувстве. Ну, их должна несправедливость. У них даже лица асурские, у этих пропагандистов. Просто вот прямо их на съемки на какой-нибудь сериал индийский такой, мифологический. Просто можно на роль... Злодей, да, такой? Да, на роль Канцы, Дурьотханы, вот идеально подходят вообще. Вот, и поэтому
Сейчас вот я знаю, что по многим семьям этот водораздел идет. И люди старшего поколения, они в основном в этом всем находятся. И ваше предложение, конечно же, всем принять Ахимсу, но они-то верят своему кумиру, и они верят своим идеалам. И как будто бы здесь образовалось такое, ну как бы закрытое пространство, которое уже не вмещает и не проникает. Просто человек с этой идеологией, он смотрит так, свой, чужой. На Украине или в Украине. Ага, если на Украине свой, если в Украине чужой. Пеленгация происходит, и после этого включается зомби-программа «Человек агрессивен». Или асурская программа, или демоническая, как угодно. Поэтому вот это благое пожелание я исключительно за. Но это мечта, скорее всего, на те времена, когда все это закончится. Сейчас, пока это продолжается, мне даже на эту перспективу не мечтается. И я вот вижу своей дхармой, своим долгом, у меня есть образование в области нейролингвистики, психолингвистики, разоблачать ложь. То есть вот когда вот это принцип правды, транслируй правдивую информацию, нарушается. И когда ложь входит в нейрофизиологию человека, в лимбический рептильный мозг, вот тут как будто мышеловка захлопаются, и этих людей я потерял достаточное количество людей, друзей, коллег, как будто бы навсегда. Но есть люди, которые еще как бы... Вот мне кажется, людей без позиции за или против уже в России не существует. Когда позиция выбрана была, пропасть, вот этот обрыв стал увеличиваться. Сейчас я не вижу перспектив доубедить из доброты, из любви, из прекрасных ведических принципов кого-то, чтобы человек вернулся в нормальную до 24 февраля этику. То есть вернуть в этику общечеловеческую людей, которые осознанно и добровольно попали под это влияние, я не вижу возможным. И мне кажется, это не то, что я это негативно отношусь, это печальная действительность, которую мне приходится принимать. Потому что они приняли ложь клеточной системой, нейрофизиологии, и они встали под эту кровавую ненависть к людям, которые даже не претендовали на пересечение границ. Вот так. Здесь, я думаю, что можно делать? Во-первых, с точки зрения вот вашей мистической оценки, я тоже думал о метафизике войн. И согласно учению Дхармы, войны, они ведутся на физическом плане, но начинаются они на тонком. А в тонком ведь уже воюют не люди, а тонкие существа, тонкие конгломераторы энергии, эгрегоры государственности. И все это действительно вещь тонкая и метафизическая. И без понимания метафизических корней того, что человек – это пылинка, песчинка, в этих столкновениях метафизических энергий очень сложно будет разобраться. И еще говорят так, что когда у людей скапливается большой отрицательный потенциал в уме, негатив определенный, то они становятся уязвимы для действия инфернальных сил, для действия подземных автохтонных сил, которые как через воронку, через их негатив в душе выходят наружу и начинают править бал, начинают танцевать. Ну, грубо говоря, из инфернальных глубин тонкого мира эти автохтонные силы, вот эти негативные силы, они выходят на поверхность и овладевают умами людей. И это не новость, в общем, есть аюрведическая демонология, и есть священные трактаты, где все симптомы их описаны, как человек себя ведет, как лечить эти болезни. И я думаю, это еще массовое помешательство, массовое безумие, психоз, навеянный этими автохтонными инфернальными силами. Но человечество, где-то человечество, оно и повинно в том, что они позволили этим инфернальным автохтонным энергиям овладеть собой. Потому что если у тебя нет склонности к этому, то ты не позволишь этому. То есть это было позволено. Значит, была накоплена большая масса негатива. И здесь действительно
разговоры о любви и сострадании вот в таком виде, может быть, они даже бесполезны для таких людей. Но что можно делать? Ну, разные способы можно все-таки капля камень точит, так говорят. Допустим, есть способ просто, когда мы показываем человеку, что вот есть пропаганда. И есть профессионалы, которые знают законы пропаганды. Допустим, есть там процент 40/60, 40% лжи, 60% правды. Есть другие пропагандистские приемы разные. И все они их знают, и они сами не верят в свою пропаганду. Если другому человеку показать, как она делается, что это блюдо, которое готовится с целью определенного воздействия, что там ничего нельзя принимать на веру просто так, что надо это очень тщательно препарировать, эту информацию, ничему нельзя верить в постинформационном обществе, в обществе постправды, где правды как таковой нет, а есть точка, позиция, за которой есть сила или нет силы. А Мгм. просто так принимать позицию некритично в мире постправды невозможно. Что здесь Мгм. надо скорее вырабатывать собственную персональную правду, черпать информацию из разных источников, сравнивать их, обрабатывать, практиковать, заниматься духовной жизнью и строить свою картину мира. И только тогда можно в постинформационном мире постправды как-то выживать, иметь адекватную картину мира. В противном случае человек обречен на неадекватную картину мира, на то, что его картина мира будет кем-то целенаправленно сформирована пропагандой, корпорациями, властными кланами, она однозначно будет задана, он даже не сможет этому противиться, если он не активен в формировании своей картины мира. И мы в этом смысле, опираясь на дхарму, мы не пытаемся переубедить людей силой мирского знания. У нас и нет этого мирского знания, но мы говорим о другом, что все-таки ведь этот мир непостоянен, это пройдет. Есть непостоянство. И есть причинно-следственные связи, то, что закон кармы называют. И есть душа, и душе придется, телу придется умереть, а душе придется перерождаться. И перерождение будет происходить не по той информации, не по той идеологии, которой ты держишься, а по накопленному свету в душе. И М. душе придется куда-то идти, либо в рай, либо ад. И все зависит от того, насколько чиста твоя душа, насколько она духовно опытна. Не зависит от идеологии, которой ты следуешь, от фактов и прочего. И надо как-то в другое видение выходить, если тебе не безразлична твоя душа. А насилие, вот такая негативизм насаждаемый, он создает на душе неизгладимые рубцы, и душе придется с этим жить потом и даже перерождаться. Поэтому мы говорим с позиции дхармы сначала, как можно на этот мир под другим углом зрения посмотреть. И только потом уже у человека что-то может пробудиться, и он может действительно воспринять ахимсу, не насилие, воспринять любовь, сострадание, воспринять такой надмировой сострадательный взгляд. Потому Мгм. что это они видят весь мир как свою духовную семью. Весь мир, наша духовная семья, они не склонны делить на друзей и врагов. Но они имеют свою позицию, как не создавать этих врагов в уме. Мгм. И здесь, я думаю, если вот все духовные люди как-то попробуют, ну что ли, возьмут такую миссию, духовно проповедовать другие смыслы, задавать другие ценности, то и цели будут выстраиваться другие, а действия тоже сами изменятся. Я согласен. Индийская духовная традиция, она достаточно миролюбива, плюралистична. Но что касается других религиозных традиций, в особенности там и ислам, и христианство, у них же есть очень четкое разделение на наших и не наших. Вот Индия интегрирует в себя все. Даже когда Иисус пришел, говорит, ну мы и этого тоже принимаем. Вот, и Да. там рядом стоят храмы и индийские, и христианские. Но, видите, категоричность авраамических религий не дает возможности всерьез, не как заблудших, не как врагов на религиозном рынке воспринимать людей других направлений. Мое сердце, например, вот оно как-то открыто на всех людей доброй воли.
Свет, о котором вы говорите, я именно в него всматриваюсь, когда общаюсь. Именно свет мне интересен. Даже если ты, например, какой-нибудь шахид или, может быть, старец православный, свет есть или света нет. Это тонкое интуитивное знание. Я научился различать вот по этому свету, за этот образ, за эту метафору огромная благодарность. Но вот религиозные люди, лидеры авраамического направления, они иных не воспринимают как возможность, ну, вообще как повод для сотрудничества и к диалогу. И попытки были создать Всемирный совет церквей, привлечь туда самых разных людей. Это можно сделать, если мы переросли свою конфессиональную религиозность и обрели некое общее светоносное пространство в наших сердцах. Вот тогда именно таких людей, таких лидеров я согласен признать и почтить как духовных людей, которые поняли, что есть нечто большее, интуитивное, непостижимое, может быть, неформулируемое, что свойственно всем людям, ищущих высших смыслов, ищущих Бога. Я помню как-то вы сейчас говорили, что можно практиковать вот эту, ну, молитву мира или медитацию мира, каждый в своей традиции. А я хочу предложить иное. Я помню, как-то была замечательная встреча во Франции. Был Тит Нат Хань, такой мудрец буддийский, и был такой отец Лоренс Фриман, католик. И вот они общинами собрались в полукруг, и сначала эти, как сказать, Тит Нат Хань предложил, чтобы католики пропели какую-то мантру буддийскую вместе в согласии, а потом они какую-то католическую молитву пропели монахи. Вот. И тогда, вот благодаря вот этому андроидному коллайдеру духовному, который там сложился, вот как будто бы что-то энергетически запустилось. Если таких встреч с небольшими сообществами, небольшими общинами будет больше, то я уверен в том, что на квантовом уровне перещелкнет, и человечество выйдет, ну, как бы на другой уровень. Если я чту твою традицию, а ты чтишь мою традицию, и мы небольшими группами собрались, для того, чтобы совершить некое действие. Назвать можно молитвой, медитацией или просто вместе смотреть на один огонь, который перед нами. Вот. И наполнять Вселенную из своего сердца добрыми мыслями. Вот такие как бы пробивы над атмосферой будут образовываться, и солнышко света опять засветит к нам. Я узнал об такой буддийской медитации Талглен, когда ты вдыхаешь негативность мира, а выдыхаешь благость в этот мир. Но для того, чтобы ее практиковать, нужно быть достаточно прокачанным. Если человек слабенький начинает вдыхать всю негативность мира, это может его разрушить. Поэтому, конечно, я предлагаю вам и прошу, и может быть сейчас, а может быть в дальнейшем, ну, как вы видите, ритуал или практику такого совместного действия. Мы знаем, что такое христианская молитва, мы знаем, что такое тихая медитация и с намерением послать, саккумулировать мир. Поэтому какую практику такого рода в небольших группах, может быть, разнорелигиозных, разноконфессиональных, но чтобы всех устроило без компромисса со своей традицией, какую мы могли бы предложить, или, может быть, она прямо сейчас в диалоге родится? Вот то, что вы говорили, это замечательная идея. Я над ней тоже размышлял, просто она еще у меня так не оформилась. Действительно, одним из таких мощных посылов миру это могло бы быть вот такое взаимодействие на уровне конфессий, на надконфессиональном уровне. И люди с утонченной духовной конституцией, они ведь прозревают, что истина, она всегда надконфессиональна, что конфессиональность – это просто определенные ступени, это помощь к восхождению к надконфессиональной истине, поскольку Бог, если брать источники любой из религий, он неопределим словами,
не заключен в концепции, догматы, ярлыки и конкретные ритуалы. Он является самое абстрактное, что может быть, но тем не менее самое близкое и живое, что может быть пережито. И вот на уровне духа, дух, через сердце, через духовное понимание, интуитивное, действительно можно было бы проводить такие мероприятия, собираясь онлайн или вживую разным конфессиональным группам и выполняя молитвы и той, и другой стороны без всякого противоречия. Мгм. Вот. И это можно бы было делать вместе, и это не противоречит нашим духовным принципам. Наоборот, наш духовный принцип, весь мир духовная семья, и не только индуизм, это и все религии тоже. Поэтому мы принимаем тоже как людей, следующих иудаизму, христианству, буддизму, даосизму, но в рамках своей культурной традиции. И что можно было бы посоветовать с нашей стороны? Ну вот есть такая простая, уникальная молитва, она принадлежит категории шанти-мантр, она взята из Упанишат, из Вед. Это пожелание счастья всего миру в 3 словах. И она звучит вот так, если вы не против. Я сейчас попою ее. Да? Конечно. Лока самастахам сукино баванту. Лока самастахам сукино баванту. Лока самастахам сукино баванту. Ом Шанти, Шанти, Шанти. И вот она переводится как «пусть все люди в мире будут счастливы». А в конце «мир, мир, мир, Ом Шанти» или «покой, покой, покой». То есть чего все это исходит. Вот такую простую можно петь в любой межконфессиональной группе. Она понятна, все хотят счастья, но если мы будем думать не только о своем счастье, но желать счастья другому, и это сделаем своей внешней позицией, то очень много может изменить в мире, и это надо делать. Мне кажется, если эти слова буквально перевести хоть на латинский язык, хоть на славянский, перевести на мелодику, суть-то одна и та же, если люди через Да. это будут проходить. И мне кажется, если с этим намерением петь как мантру «Пусть всегда будет солнце», Ну да. внося вклад тем самым. Вот. И я думаю, что ну, здесь ключевое и главное это намерение. Вот мы сейчас садимся в круг или садимся перед какой-то святыней и свое намерение озвучиваем и вмещаем в свое сердце весь мир, который в этой вражде находится. Вот. И привносим. Я тоже очень за. И в этом смысле, Гуруджи, я в деле. Если что, подключайте. Я в команде. Рад Вот, и мне тоже. очень созвучно и близко. Мгм. И второе, что еще можно было бы практиковать, это медитация 4 бесконечных состояний Брахмы, Творца. Мы ее тоже вот распространяем для всех без нашего, так сказать, авторского права. Это медитация из йога-сутры, из известного трактата древнего, данная мудрецом Махариши Патанджали. Он говорит, что для того, чтобы воспитать в себе качество йогина, надо научиться сосредотачиваться на любви, пожелании счастья и радости, на сострадании и равностности, то есть спокойствии, которое видит все равно. И вот эта медитация без каких-то сложных визуализаций, без каких-то эзотерических моментов, она может Мгм. применяться, практиковаться и распространяться практически каждым. Это вот мы приветствуем. Да? Так мы принимаем йогическую позу, позвоночник прямой, язык прижат к небу, чуть-чуть голова опущена, плечи расправлены, руки соединены вместе или в джняна мудру, вот так, джняна мудра. И мы некоторое время сосредотачиваемся на центре груди. Прямо в самом центре
И в центре груди можно представлять свое божество избранное или своего святого, ну, Христа, Будду, мы представляем Шиву или Даттатрею. В общем, любое можно представить. Можно представить источник света, просто светящую, сияющую сферу, что это некая наша внутренняя сущность. И некоторое время мы сосредотачиваемся на ней, и затем, когда мы достаточно сосредоточились, мы представляем, как вот эта чистая, сверкающая, сияющая сфера, наш атман, наш божественный дух, начинает переливаться радугой, пятицветным сиянием. Из нее исходит некая тонкая энергия, и она формируется в лучи. И вот в этих лучах сокрыта бесконечная любовь Бога, бесконечное сострадание Бога, бесконечное счастье и радость и бесконечное спокойствие, ведущее к ровному восприятию мира. И мы некоторое время сосредотачиваемся на вот этих ощущениях, как таких тонких эмоциональных чувствах, такое очень нежное, любящее, тонкое состояние. До тех пор, пока вот оно не зародится в душе. И когда оно зародится, мы представляем, как из этого сияния, из этой сферы в центре нашей груди постепенно исходят лучи света. И эти лучи света несут вот этот эмоциональный заряд. Бесконечная любовь, бесконечная радость, бесконечное сострадание, бесконечный покой и равностность. И как лучи света они выходят за пределы нашего тела, окутывают то пространство, в котором мы живем, за пределы нашего дома, окутывают это пространство, пропитывают, выходят за пределы нашего селения, города. И дальше, насколько у нас хватит силы, воображения, сосредоточения, даже за пределы страны, континента, планеты Земля, галактики, Солнечной системы, галактики Млечный Путь. То есть мы должны быть настроены так, чтобы максимально расширить вот это состояние. И вот лучи света, вложенная в них наша тончайшая эмоция любви, сострадания, пожелания счастья и покоя, и они расширяются из нашего центра груди, а мы, условно, центр вот этой эпической картины, которую мы рисуем. И мы управляем мыслепотоками, и вот эту эпическую картину распространяем на все пространство вокруг, желая, чтобы другие живые существа получили вот это наше послание, как от божественных существ. И даже если 5 минут в день практиковать эту медитацию, то потом можно вспоминать ее в течение дня и привыкать руководствоваться вот этим настроем, который мы воспитали в себе во время разговора, во время реакций каких-то. То есть она должна продолжаться весь день. И изменения обязательно будут, потому что это очень мощная трансформирующая практика, хотя и простая. Я пережил, ощутил сейчас. Это очень, очень благостно и приятно. И это иначе, чем в начале нашего разговора. Ага. Потому что в начале нашего разговора я донес вам свое переживание, возмущение. И вот сейчас в процессе общения я, ну, успокоился. Спасибо вам. Вот, просто вы какую-то такую штуку прислали мне как подарок, как бандерольку. Я Ага. распечатал, и мне прям растеклось по всему телу. Я рад, что моя бандеролька дошла. Пусть она будет с вами. И мы стараемся вот эту медитацию каждый день делать по возможности, вот уже много лет. Но не до всех она доходит, но до вас дошла, и это очень приятно тоже. И также вы можете потом, когда она у вас укрепится, наработается, передавать кому посчитаете нужным. Будем говорить об этом, и атмосфера должна меняться. Чем больше людей как-то будет эту волну воспринимать, тем легче будет это делать, и можно создать другой мир, другую повестку дня, другие ценности и принципы жизни. И для этого не нужны деньги, не нужны политические решения. Нужно только открывать сердце, говорить, думать и направлять медитацию на это.
Попробуем это. То и я бесконечно счастлив нашему общению и огромная благодарность. Ну что, будем завершать? Да. Ом, намасте, намасте.